Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Фил, и как вы уже знаете, сегодня у нас в PUBG вышло 21 обновление, которое весит практически 12 гигабайт и содержит в себе много чего крутого, правда с некоторыми изменениями, ранее о них не сообщалось. Так что усаживайтесь поудобнее, сейчас я все о них расскажу. Но перед тем как начать, хочу напомнить про самого надежного букмекера 1xBet. Он предоставляет возможность делать ставки на любые спортивные и киберспортивные события, при этом предлагая отличные коэффициенты и обеспечивая своих пользователей мгновенными выплатами. Регистрируйтесь, вводите промокод FIL и получите до 6500 рублей бонусом к первому депозиту. Ссылочка на БК в описании. Теперь давайте про обновление. Началось оно, конечно же, как обычно с косяков. Многие видели, что утром ни одну из шмоток PUBG нельзя было продать. Ждали мы, значит, такие возвращения трейда, а тут бац, и торговую площадку вообще отключили. Ну, PUBG умеет удивлять, конечно. На самом деле, я думаю, временное отключение было из-за того, что разработчики открывали продажи ВК-сетов и тельняшек. Цены все видели сами. Меня, конечно, очень удивила копеечная цена за тельняшку, с учетом, что она довольно редкая. Как вы видите, продается их всего лишь 240 штук, а запросов на покупку 550 тысяч. Чисто по логике цена явно должна подняться. Так это или нет, мы узнаем в ближайшее время, а пока что можно за косарик себе позволить. А первое изменение самой игры коснулось тренировочной площадки. Как говорят разработчики, все эти изменения предложили сами игроки. Исправили баг, из-за которого при прыжке с парашютом у персонажа пропадал рюкзак. Сделали пуленепробиваемые колеса у транспорта, теперь мешать игрокам ездить будет нельзя. Были удалены слеповые и дымовые гранаты, тоже по причине того, чтобы не мешать игре. И сделали спавн бензина гораздо больше, чтобы не ограничивать себя в езде. Второе – скины. Как я уже говорил вчера, золотая и серебряная М-ка сегодня утром были удалены из магазина игры. Зато там появился новый скин на первый шлем, его мы тоже уже видели на тесте, и вот теперь можем приобрести за 20 тысяч внутриигровых монет. Третье – исправление ошибок. Была исправлена тряска камеры, которая часто возникала во время наблюдения за едущим игроком. Пофиксили дергание персонажа, когда он вылетел из игры с оружием в руках. Исправили серьезный косяк, из-за которого гранаты на карте Санок иногда не издавали никакого звука при столкновении с препятствием. Это прям реально частенько случалось. Исправили случаи, когда по непонятным причинам отдача у оружия становилась меньше. И вот это, если честно, очень опасное заявление. Главное, чтобы не началось такое, что отдача стала просто неконтролируемой. Очередной раз исправили баг с разрешением 4:3, а именно 1024:768. С ним почему-то часть игрового экрана не отображалась, как, кстати, из 1600:900. Говорят, и его поправили. Также, что касается разрешений, исправили стандартное 2К. Теперь 2560:1440 будет корректно работать у людей с разрешением монитора 2560:1660. Четвертое – производительность. Да-да, про нее молчали, но сейчас заявляют, что полет стартового самолета был хорошо оптимизирован благодаря настройке его внутренней структуры, как на стороне клиента, так и на стороне сервера. Честно сказать, не успел еще поиграть, если вы реально почувствовали улучшение, обязательно напишите об этом в комментариях. И это все, что касается обновления. Спасибо, что смотрели, не забывайте ставить под видео лайки, подписывайтесь на канал, заходите в мой Discord сервер. Всем желаю удачи, пока-пока.